Друзья, а что если я вам скажу, что все, что сейчас происходит с экономикой США, а также финансовыми рынками и криптой, это не случайность? Ведь за этой паникой, страхом, падением рынков и растущей инфляцией стоит четкий продуманный план Трампа, который медленно, но уверенно начинает разворачиваться прямо на наших глазах. Вы никогда не задумывались, зачем Трамп вводит эти тарифы, делает резкие заявления, что ему плевать на фондовые рынки, а также всячески пытается расшатать экономику США, которая только недавно отошла от пандемии, хотя в своей предвыборной кампании и даже сейчас Трамп неоднократно говорил, что экономика Америки будет процветать, и в скором времени они заработают столько денег, что не будут знать, куда их тратить. Трамп — это человек, который всегда на шаг впереди, и сейчас он разыгрывает настоящую шахматную партию, где каждое его действие только подтверждает теорию о том, что он специально уничтожает экономику США изнутри. Звучит безумно? Да, друзья, но это правда, и делается это лишь с одной целью, а именно довести экономику США до состояния рецессии, ведь паника на рынках заставляет инвесторов переходить в более надежные активы, которыми сейчас выступают облигации, и Трампу выгодно, чтобы их активно скупали, ведь это приведет к падению их доходности, а значит госдолг в размере 7 триллионов долларов, который нужно выплатить в течение полугода, будет рефинансирован. Но это далеко еще не все. В 100% случаев, когда Америка приближается к рецессии, ФРС понижала процентные ставки. Таким образом, Трамп заставит ФРС снизить ставки и влить триллионы долларов ликвидности на рынки. И вы только посмотрите, что происходило с биткоином, когда глобальная денежная масса росла. Правильно, именно в эти циклы наблюдались самые активные бычьи рынки. Но если мы знаем, что весь этот хаос, который сейчас происходит, был спланирован, то нам нужно разобраться, какой следующий шаг сделает Трамп и когда начнется рост рынка, который мы, друзья, запомним надолго. Сегодня мы разберем секретный план Трампа и то, о чем молчат СМИ, которые только раздувают панику на рынке, а также узнаем, что скрывается за кулисами политики и финансов. Если вы готовы узнать эту правду, то обязательно смотрите видео до конца, потому что то, что я вам сейчас расскажу, может перевернуть ваше представление о том, как работает мировая экономика. И я надеюсь, это видео раз и навсегда ответит на вопрос, почему не стоит сейчас продавать биткоин, эфир и другие монеты. Поэтому поддержите видео лайком. И чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем раньше выйдет топ монет, которые в первую очередь стоит сейчас покупать на дне. За поддержку вам заранее спасибо. С вами Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы уделим внимание, пожалуй, самому главному вопросу, который беспокоит каждого инвестора, а именно, является ли текущее падение лишь очередной коррекцией или все же наступил тот самый суровый медвежий рынок. Как я говорил в наших последних роликах, сейчас крипта напрямую зависит от экономических данных. И, кстати, сегодня мы уже получили очень важный отчет по ИПЦ. На момент записи ролика у меня, к сожалению, этих данных нет, но зато они уже есть в нашем Telegram, где мы ежедневно делимся только самыми актуальными новостями. В нашем Telegram есть все, что нужно криптоинвестору. Аналитика, метрика, дайджесты, разборы причин роста или падения и, конечно же, подборки лучших монет для покупки. В момент такой паники и страха крайне важно оставаться в курсе всех событий и знать, куда движется рынок. Поэтому обязательно подпишитесь, если вы этого еще не сделали, ведь впереди нас ждет очень много экономических отчетов. Отвечать на вопрос, почему рынок падает, смысла нет, поскольку я это делал в прошлом ролике. Но если выделить две ключевые причины, то первое — это, конечно же, тарифы Трампа, которые вызывают напряжение на рынке, и буквально вчера он повысил пошлины на сталь и алюминий с Канады, а также неоправданные ожидания инвесторов касательно биткоин-резерва и крипто-саммита в Белом доме. Ведь все ожидали, что Америка начнет скупать биткоин на миллиарды долларов. Но пока об этом думать еще рано. Но если биткоин-резерв мы подробно разобрали в прошлом видео и к нему особо вопросов нет, то вот к текущему экономическому состоянию США вопросов море. Вы наверняка заметили, что сейчас все на нервах. Страхи, паника, ожидание кризиса — это чувствуется везде. Но знаете, что самое интересное? Трампу эта паника выгодно. Да, именно так. Почему? Сейчас объясню. Как мы знаем, в ближайшие месяцы США должны выплатить огромный долг в размере 7 триллионов долларов. Конечно, сумма не маленькая, и у них есть два варианта. Либо объявить дефолт, но это сразу приведет к мировому кризису и падению доверия к США, либо второй вариант — провести процедуру рефинансирования. И вот тут ключевой вопрос. На каких условиях это произойдет? Конечно же, Трамп не хочет брать новые кредиты под высокие проценты, потому что это будет слишком дорого. Ведь, например, в начале года ставка по десятилетним казначейским облигациям составляла 4,8%. Для общего понимания, облигация – это ценная бумага, которая подтверждает то, что вы дали взаймы правительству. Например, покупая десятилетнюю облигацию на $1000, в момент выплат вам гарантированно вернут ваши деньги обратно с процентами. Так вот, Трампа не устраивают высокие текущие проценты. Что же делать? Нужно снизить доходность гособлигаций. А как это сделать? Создать панику и страх на рынке. Пока мы все ждали, что Трамп будет каждый день выходить и говорить что-то про биткоин и пампить его вверх, он все это время занимался
занимался совершенно другими вопросами, а именно массово увольнял чиновников, сокращал госрасходы, чтобы спровоцировать рост безработицы и вызвать падение ВВП. Ведь именно это является первыми звоночками рецессии. Думаете, сработало? Еще как, друзья, ведь в последнем отчете аналитики банка JP Morgan повысили вероятность рецессии до 40%. Согласитесь, такие слова как рецессия или кризис заставляют инвесторов немного нервничать, что в первую очередь приводит к продаже рискованных активов, таких как акции и криптовалюта. Но ложить эти деньги в банк или под матрас не вариант, поэтому инвесторы скупают так называемые безопасные активы, то есть те самые гособлигации. Спрос на них, естественно, растет, а вот доходность падает, за счет чего обслуживать новые кредиты будет дешевле. Аналитик Энтони Помплиано обратил внимание, что с момента прихода Трампа доходность десятилетних казначейских облигаций упала с 4,8 до 4,2%. Он также отметил, что Трамп создает нужные для него условия на рынке облигаций и заявил, что стратегия Трампа движется в правильном направлении. Но это еще не все. Инвесторы просто так облигации покупать не будут, ведь их доходность гораздо меньше, чем у акций. Поэтому Трамп добавляет масла в огонь, объявляя новые тарифы. И заметьте, он это делает постепенно. Начал с Канады и Мексики, потом взял прицел на Китай, далее удвоил эти пошлины, а вчера и вовсе повысил тарифы для Канады на поставку алюминия, чтобы эти пошлины были 50%. И что в это время делают СМИ? Ну, конечно же, пачками штампуют новости, что инфляция стучит к нам в дверь, и доверие потребителей падает каждый день. И чем больше таких новостей мы получаем, тем сильнее это дампит рынки, что вы можете увидеть своими глазами. В итоге это усиливает страх инвесторов, и они продолжают скупать облигации еще активнее. И даже Ларри Финк, который тесно общается с Трампом, ведь BlackRock управляет портфелем Трампа, на днях заявил, что в ближайшие 6-9 месяцев в США будет наблюдаться высокая инфляция, что также негативно влияет на биткоин. Как мы видим, из этого BlackRock уже который день не покупает биткоин. Такой отток капитала от больших игроков приводит к падению. И если вы сейчас пытаетесь найти дно, открывая лонг за лонгом, без должного анализа цен, есть очень большие риски, что вас просто ликвидируют. Ведь, например, участники нашей подписки Coin22 Pro не теряют время в ожидании разворота рынка, а фиксируют профит прямо на падении за счет шортов. На этой и прошлой неделе аналитики Pro публиковали множество торговых идей именно в шорт, которые были закрыты в плюс. А также мы продолжаем помогать формировать спотовые портфели и откупаем перспективные монеты. Кстати, для всех новичков у нас есть подробное обучение, а также поддержка. Поэтому если вы также желаете оставаться в плюсе во время падения рынка, просто напишите нам по ссылке в описании. Так вот, эти покупки облигаций во время паники и страха рецессии, которые приводят к падению доходности, дают Трампу выгодные условия для рефинансирования. По сути, все это создается искусственно, ведь инвесторам достаточно внушить, что все плохо, подкрепить это парочкой негативных отчетов, и вуаля, все начинают продавать. Кто бы что ни говорил, но Трамп не глупый человек, и он бы не стал дампить рынки без причины. Конечно же, когда фондовый рынок не получает инвестиции и экономические данные сигнализируют о рецессии, это замедляет экономику США. В конце марта мы получим данные по ВВП, и есть риски, что он упадет. Но это также играет на руку Трампу, поскольку замедление экономики заставит ФРС снизить процентные ставки и запустить печатный станок. Это значит, что в экономику вольются новые деньги, и рынки могут взлететь. Почему я об этом так уверенно говорю? Потому что история показывает, что в 100% случаев ФРС реагировала на признаки рецессии именно запуском своего станка для получения большей ликвидности. Ведь сами понимаете, приоритетной проблемой для ФРС будет рецессия, а не инфляция. Именно поэтому Трамп добивается от Пауэлла снижения ставок. Теперь давайте на основе этой информации больше уделим внимание биткоину, ведь у нас все же криптоканал. Как мы видим, биткоин и другие монеты росли, даже несмотря на высокие процентные ставки и борьбу ФРС с инфляцией. Но как ни крути, для продолжения роста рынки нуждаются в новой ликвидности, а когда ФРС начнет печатать деньги, это вызовет взрывной рост. И чем больше страха и паники сейчас, тем быстрее это произойдет. Например, аналитик Раул Паль обращает внимание на то, что крипторынок сейчас переживает временное сужение ликвидности. Это связано с укреплением доллара и повышением процентных ставок, что особенно было заметно в конце прошлого года. Однако он уверяет, что эта фаза почти закончилась и финансовые условия начинают смягчаться. Более того, показатель денежной массы М2 снова растет, что говорит о восстановлении ликвидности. А это, как мы уже знаем, очень важно для роста рынков. Аналитик также проводит параллели с 2017 годом, когда крипторынок пережил похожую коррекцию. Тогда также были высокие ставки и сильный доллар, но после этого рынок снова пошел вверх. Он считает, что в этом году
году нас ждет похожий сценарий, по которому крипта восстановится и продолжит расти. Один из ключевых моментов его анализа – это долгосрочный тренд крипторынка. Аналитики используют так называемый логарифмический регрессионный канал. Это вот такая модель, которая помогает отслеживать движение цен в долгосрочной перспективе. И по его мнению, рынок все еще находится в восходящем тренде. Да, сейчас мы видим коррекцию, но это не конец бычьему рынку. Паль также обращает внимание на макроэкономические факторы. Если индекс ISM будет расти в этом и следующем году, то крипторынок, скорее всего, последует за этим трендом. А текущие данные говорят о том, что экономический цикл еще только набирает обороты, и это очень хороший знак для крипты. Следующий шаг Трампа будет направлен на то, чтобы экономические отчеты в ближайшие месяцы были негативными. Для этого он, возможно, ведет еще новые тарифы или сделает какие-то комментарии в стиле того, что он не смотрит на акции и ему вообще все равно на фондовые рынки. Ведь мы уже прекрасно знаем, как семья Трампа умеет манипулировать рынками, вызывая рост, а также падение. Недавно министр финансов США Скотт Бессент заявил, что они сделают все возможное, чтобы снизить процентные ставки. Министр торговли также поддержал эту идею, и он сказал, что при Трампе нас ждет очень успешный период для финансовых рынков. Что это значит? Скорее всего, мы увидим возможное снижение ставок ФРС. Да, конечно же, не в марте и даже не в апреле. Скорее ближе к третьему или четвертому кварталу. А также увидим активную печать денег для стимулирования экономики. Почему это важно? Потому что когда ФРС снижает ставки и включает печатный станок, в экономику вливается огромная ликвидность. И если раньше крипторынок получал лишь малую часть этих денег, то сейчас все может быть по-другому. Крипта стала намного популярней. Есть ETF, на рынок пришли крупные инвесторы и крипту поддерживают на государственном уровне. А это очень положительные долгосрочные факторы. Для примера давайте вспомним 2017 год, когда Трамп впервые стал президентом. Тогда он также начал торговую войну с Китаем. И все вокруг паниковали. СМИ пугали инфляцией, а ФРС даже повышала ставки. Но что произошло? Индекс доллара рухнул, и это спровоцировало мощный рост на рынках. Сейчас мы видим похожую картину. Трамп снова вводит тарифы, что в теории должно укреплять доллар, но несмотря на это, индекс доллара падает, повторяя тренд 2017 года. Это хороший знак для крипты. А вот что касается инфляции, то Трамп борется с ней за счет падения цен на нефть. Ведь помните, в начале года Трамп сказал, что Америка будет бурить без остановки. А как показывает практика, падение цен на энергоресурсы очень хорошо помогает сдерживать инфляцию. И это самый простой способ сбалансировать экономику. Если затронуть вопрос локального дна, то прогнозы будут разные. Одни ждут 76 тысяч, другие 70 и даже 50. Некоторые аналитики утверждают, что биткоин уже вошел в медвежий рынок. Но давайте сравним с прошлыми такими рынками. В ноябре 2021 года биткоин упал на 41% за 60 дней. Сейчас ситуация другая. Падение составляет 31,5% за тот же период. Это меньше, и это важно. Кроме того, в 2021 году доллар США укреплялся, что давило на биткоин. Сейчас же индекс доллара снижается, ведь сегодня мы неоднократно разбирали, что когда индекс доллара падает, биткоин растет. И для бычьего рынка нужен слабый доллар, который возможен при низких процентных ставках ФРС. Также рынок деривативов на биткоин остается стабильным. Годовая премия по фьючерсам сейчас составляет 4,5%, несмотря на падение цен на 19% в начале марта. Для сравнения, в июне 2022 года данный показатель упал ниже нуля, после обвала на 44%. Сейчас ставка финансирования фьючерсов близка к нулю, что говорит о сбалансированном спросе на лонг, а также шорт-позиции. С одной стороны, это, конечно же, хорошо, но с другой, нужно понимать, что состояние предрецессии, которое нужно Трампу, возможно только через очень сложный путь, который негативно отразится на акциях и, конечно же, крипте. Тем временем аналитик фирмы Nance сообщил, что большинство монет уже пробили ключевые уровни поддержки. Это значит, что сейчас сложно предсказать, где будет следующий важный уровень для цен. Он также отметил, что мы находимся в макрокоррекции. Это когда рынок в целом корректируется, и это касается не только крипты, но также акций США. И он отметил, что следующими важными уровнями для биткоина будет 71 и 72 тысячи. Кстати, недавно у нас выходил прогноз на март, где мы проводили теханализ биткоина, а также ставили его цели на месяц. Прогноз до сих пор актуальный, поэтому рекомендую посмотреть. Да, друзья, мы все еще в коррекции на бычьем рынке, и акции крипта это понимают. Сейчас период неопределенности. Тарифы, фискальное сокращение, отсутствие поддержки со стороны ФРС и много других негативных факторов. И, конечно же, все говорят о рисках рецессии, а также возможном тестировании уровня 70 тысяч. Но Артур Хейс считает, что падение биткоина до 70 тысяч это нормальная коррекция для бычьего рынка. Хейс также добавил, что в ближайшее время мы увидим, как центральные банки, включая ФРС, Народный банк Китая, ЕЦБ и Банк Японии, начнут снижать ставки. Это значит, что они будут печатать больше денег и покупать гособлигации, чтобы стимулировать экономику. Такая политика называется количественным смягчением, и она исторически положительно влияла на цену биткоина. Живой пример – март 2020 года, когда ФРС объявила о смягчении во время пандемии. Тогда
тогда биткоин стоил 6000, а уже в ноябре 2021 года он пробил свой максимум, ведь Форрест тогда купил активов на сумму более 4 триллионов долларов, и это вызвало такой мощный рост. Такая политика Трампа – это не случайность, а реально продуманный план, который он выполняет шаг за шагом, ведь я думаю, вряд ли у него была цель стать президентом и прийти просто уничтожить экономику США. Тем более о будущем понижении ставок говорят все из его администрации, которая занимается вопросами финансов. Так что, друзья, не бойтесь плохих новостей. Все, что происходит сейчас, это часть большого плана. Трамп знает, что делает. Его задача – создать идеальные условия для роста рынков. И когда ФРС начнет снижать ставки и печатать деньги, это сразу же отразится на цене биткоина и других монет. В целом, надеюсь, сегодняшнее видео стало для вас полезным, и вы узнали что-то новое. Ведь поверьте, теперь вам будет намного проще оценивать негативные новости, которых в ближайшее время будет очень много. Но так вы должны понимать, что коррекция – это нормальная часть любого бычьего рынка. Те, кто сейчас сохраняет терпение, останутся в плюсе, когда рынок снова пойдет вверх. Поэтому держимся, друзья, не продаем на панике и помним, страх на рынке – это возможность для тех, кто умеет ждать. Главное следить за новостями и не поддаваться эмоциям. И чтобы всегда первым оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Telegram. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. В комментариях оставляйте ваши вопросы, а также что вы думаете об этом плане Трампа. И увидимся в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч.